Добрый день, дорогие друзья! С вами Павел и Лариса Платоновы. Сегодня мы совершим увлекательное путешествие по некоторым местам Иудейской пустыни. Они не только удивительны в своей вечной красоте, но еще и хранят немало захватывающих историй, которые мы, конечно же, расскажем. Вперед за красотой и историей! Наше путешествие мы начали с обзорной площадки с потрясающим видом на скалы и ущелья восточной части Иудейской пустыни. Эта площадка имеет интересное название – Гова Эфес, в дословном переводе с иврита означает «высота 0». Как вы думаете, почему? Все очень просто. Это место находится на уровне Мирового океана. Мы спустились с Иерусалимских высот примерно на 1100 метров, а затем снова поднялись на 350 сюда, в сторону так называемых ступенчатых скал Иудейской пустыни. И таким образом мы здесь, на точке уровня Мирового океана. И не жалеем. Перед нами очередное чудо природы. Живописное ущелье на западном направлении, которое вы видите, называется Нахаль-Дарга, то есть ручей ступени. И действительно, скалы разбиты самой природой, как бы на своеобразной ступени. В период дождей дно ущелья наполняется бурными потоками воды. Эти места популярны среди любителей альпинизма. Здесь проходят несколько горных троп повышенной сложности. Прежде чем пойти на маршрут по горному ущелью, туристам нужно зарегистрироваться в управлении парков. И это не чья-то пустая прихоть. В экстренном случае службы спасения обязаны знать, где и сколько людей находится в ущелье, чтобы быстро прийти на помощь. Здесь мы стали свидетелями небольшой аварии, когда водитель джипа на крутом повороте не справился с управлением и врезался в ограждение противоположной стороны дороги. К счастью, серьезно пострадавших не было. Но джип, получив значительные повреждения, не смог продолжить путь и застрял в пустыне. Там, где стоит белая машина, и есть та самая площадка на уровне Мирового океана, с которой мы вас приветствовали. На восточном направлении мы видим долину моря Соли, как оно упоминается в Библии, а еще это асфальтовое море и мертвое. Как вам больше понравится? Это самый низкий участок видимой суши на земном шаре. Гладь Мертвого моря располагается сейчас примерно около 430 метров ниже уровня Мирового океана. Немногим больше 100 лет назад берега моря доходили туда, где сейчас проходит самая длинная в Израиле 90-я трасса с севера на юг, по которой мы и едем. Концентрация соли в водах Мертвого моря в 10 раз выше, чем в Средиземном, и составляет 3,4,2%. 2000 лет назад о море писал древний историк Иосиф Флавий. Воздадим же хвалу Мертвому морю. На его водах держатся любые тяжелые предметы. В них невозможно утонуть, даже если приложить особые усилия. Спорное, однако, утверждение. Но есть легендарная история на эту тему и того же времени. Она рассказывает примерно о том, что в водах Соленого моря римляне попытались утопить нескольких еврейских повстанцев, связав их попарно. Но несчастные так и не утонули и даже были помилованы за это. А я вспоминаю всем известную египетскую царицу Клеопатру. Она натиралась солью Мертвого моря после своих знаменитых молочных ванн. Соли приносят исцеление телу. На их основе составляются многие лекарства, писал Иосиф Флавий. Есть интересные предания, связанные с Древним Римом и солью. Дело в том, что английское слово «зарплата» salary имеет происхождение от латинского слова salarium, означающего деньги на покупку соли, или соленые деньги, от латинского слова sol. Главная дорога Римской империи так и называлась Via Salaria – соляной путь. И те римские солдаты-наемники, которые охраняли этот путь, следуя по реке Тибр из Остии, где добывали соль, заслуживали свою соль, то есть становились солдари, человеком, состоявшим на солевом довольстве.
По мере захвата новых территорий в позднем Риме существовали так называемые соленые дороги с небольшими крепостями, которые охраняли эти соляные пути. На территории Израиля найдены следы нескольких римских дорог с форпостами, в том числе в районе Мертвого моря. Римляне использовали и соль Мертвого моря, и асфальт, которым укладывали дороги. Не просто так, ведь одно из названий этого моря – асфальтовое. Правда, деревянные колеса повозок и колесниц разбивали эти дороги. Пустыня эта называется Иудейской по имени одного из сыновей патриарха Иакова, Иуды, которому при разделе земли обетованной между 12 коленами Израиля достались эти территории. Что представляем мы при слове «пустыня»? Какие ассоциации сразу возникают? Бескрайние песчаные пространства, караваны верблюдов, зной ветра, жажда и пустота. Ничего вокруг, один только песок. Но такая ли она Иудейская пустыня? Ученые не считают ее частью глобальной пустынной полосы, а относят к пустыне с дождевыми тенями от Иудейских гор. А вообще слово «мидбар» – пустыня в переводе с иврита означает также и пастбище. Здесь влаги достаточно для скудной растительности, и она идет на корм скоту. Примерно такой пустыня будет через несколько недель, а вот такой через пару месяцев после дождей. Мы продолжаем свой путь в сторону библейского Эн-Геди, что в переводе с иврита означает «источник козленка». Здесь раскинулись владения известного национального природного парка Эн-Геди. Наиболее популярным туристическим маршрутом является ручей Давида. И вот мы у цели. Заповедная зона парка ждет нас. Это известный обитатель заповедника и не только, скворец Тристрама. В конце 19 века его увидел и первым описал английский священник Генри Тристрам. Птица совсем не боится людей и может принимать пищу даже с руки. Они очень любят финики, виноград, изюм. У птицы характерное оранжевое оперение, которое хорошо видно при полете. Бесстрашные скалистые зайцы сопровождали нас в пути целыми семьями. Такие зверьки не могут не умилять, и мы остановились на некоторое время понаблюдать за их семейкой. На иврите их называют шафан-села, что в переводе означает «скалистый кролик». Научная классификация – это капские или каменные доманы, ареал обитания которых простирается от Африки, Аравийского полуострова и по территории Израиля. Этот удивительный заяц с короткими ушами, так не похожий на привычных нам зайцев и кроликов, упоминается в Библии как некошерное животное и в 103-м псалме царя Давида. Высокие горы с серном, каменные утесы, убежище зайцам. А как вам такой факт? Доманы, возможно, ближайшие родственники слонов.
Генетически современные доманы ближе всего к хоботным, с которыми у них в этом плане есть совпадение. Также много сходных черт в строении зубов, скелета и плаценты. Зрачки у доманов защищены от яркого света выростом радужной оболочки. Благодаря этому они смотрят прямо на солнце без вреда. Они бесстрашно и быстро лазают по деревьям и скалам. Вот такие милые животные в большом количестве распространены и в этом заповеднике. В воде резвились и дети, и взрослые. Это было только начало пути, и мы, как обычно, дали себе немного времени, чтобы наполниться этой красотой. Уже начали и вас знакомить с этим оазисом в пустыне. Это оазис в пустыне, уголок роскошной природы, а вокруг могущественные скалы, веселые горные ручьи и водопады, глубокие ущелья в обильной зелени деревьев и кустарников. Когда-то этот оазис послужил надежным убежищем для будущего царя Давида, который скрывался здесь от обезумевшего царя Саула. И я даже уже начала рассказывать ветхозаветную историю. В пещерах Ен-Геди произошла очень интересная история между Саулом и Давидом. Давид прятался в пещере вместе со своим небольшим отрядом. Но случилось то, чего мы никак не ожидали. По территории парка начали активно двигаться работники заповедника с требованием ко всем возвращаться назад из-за угрозы наводнения. Какое еще наводнение, когда светит солнце, небо голубое в облаках? Откуда ему взяться? Подумали мы. А в душе возмущение и желание не подчиняться требованию. И вдруг действительно грянул гром среди ясного неба. Громовые раскаты не прекращались и потянулись вереницы людей. Никто не спешил, но людское движение шло только к выходу из парка. Но все же тревога нарастала. Раскаты грома уже доносились беспрерывно. На небо очень быстро стягивались тучи с юго-запада, а на востоке все еще радостные картины и яркое солнце. Но с ливнем в пустыне шутить нельзя. Израильтянам это хорошо знакомо. Каждый год в иудейской пустыне гибнут люди по неосторожности, незнанию и просто беспечности. Оказавшийся здесь момент, когда лавина дождевой воды несется вниз. Ничего не способно устоять перед этой стихией. Для скольких людей путешествие по пустыне обернулось трагедией. Мы, конечно же, понимали беспокойство работников заповедника. Таковы сюрпризы осенней и зимней погод. Но тем не менее, мы вам покажем кадры, которые нам все-таки удалось снять до наводнения.
За 20 лет нашей жизни в Израиле мы не встречали такой сильный дождь в районе Мертвого моря. Он лил как из ведра. Обычно в таких ситуациях полиция часто просто перекрывает для движения 90-е шоссе из-за опасности затопления дороги. Мы поспешили вернуться поскорее в Иерусалим, пока дорогу не перекрыли. Ехали неторопливо из-за плохой видимости. Но вдруг, неожиданно, мы увидели потрясающую по красоте радугу, которая раскинулась по всей ширине Мертвого моря с запада на восток. Порой радуга была двойной и даже тройной. Конечно, никакое видео или фото не передает настоящей красоты природы. Тем не менее, хотим вас поприветствовать прямо с эпицентра этой замечательной радуги. Дорогие друзья, с вами были Павел и Лариса Платоновы. На этом мы прощаемся посреди вот этой прекрасной двойной, а может быть тройной радуги в восточной части Иудейской пустыни, прямо напротив знаменитого Мертвого моря. Сбегая в страхе от ливневого дождя, мы в конечном итоге получили вот такую радугу. На самом деле, первый раз за все 20 с лишним лет в Израиле мы видим ее в таком полном, шикарном, огромном объеме. На этом мы завершаем наш сюжет об Иудейской пустыне. Когда погода улучшится, надеюсь, нам удастся доснять материал о заповеднике Эн-Геди. Но это еще не все. Мы хотим представить вам нашу песню, посвященную Иудейской пустыне, под названием «Ветер в пустыне». Берегите здоровья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписываясь на наш канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать уведомления на новые видео. Становитесь спонсорами нашего канала. Благодарим тех, кто уже это сделал. Всего доброго и до новых встреч! Медленно тянутся ввысь облака, горы безмолвием живут. Здесь не услышишь шум трафика, городских пробок, унылых минут. Солнечный зной, ветер не знает преград. Солнце в пустыне лелеет покой, всех отправляя назад.
ночи. Отдых во сне передал свой привет звездам, светящим вдали. Защищают наш путь. Небо поет в эти дни. Ветер в пустыне нельзя обмануть. Скалы прячут мысли свои.